Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Это прямой эфир, у нас 2 минуты ближе к 8 после 7. У нас 11 мая на календаре. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер всем, Саша. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что уже отмечаетесь лайком. Конечно же, ваши вопросы — это ключевое в режиме прямого эфира, как всегда. То есть в финале мы такой спорт делаем по вашим вопросам. Их можно оставить очень просто. Их можно оставить, ну что называется, заблаговременно вдумчиво. Их можно написать сразу, так сказать, прям на экран. Можно написать, в общем, как хотите. В конце ваши вопросы, но с одним маленьким условием. Проголосуйте, пожалуйста, в вопросе, которым сегодня мы, собственно, озаглавим наш сегодняшний эфир. Значит, опрос очень специфический. Значит, будет ли место в Европе за столом переговоров США, Россия, Украина? Ну, вот в этой тройке сейчас это все возится. А будет ли Европа, кто-то спрашивать? Варианты. Да, без этого не кончится. Да, на столе будет Европа. Фактически мировая история говорит, что Европу делят фактически. Да, под столом, где-то из-под тишка, где-то там будет. Но, в общем, прямо не будет. И четвертый вариант — нет. Европа окончательно в пролете, и все будут решать американцы. Алексей Николаевич, перемирие у нас догорает, 11 число. Да, были нарушения, но это перемирие имени Трампа, и все стороны, имеется в виду Украина и Россия, да и Европа, чего уж там, все согласились, что это перемирие имени Трампа. Плюс Путин говорит, готов говорить с Европой, но со Шрёдером. Отправляйте Шрёдера. Как вы думаете, Европа втиснется, и в этом ли причина, что война не заканчивается? Ну, если бы Путин сказал, что отправляйте Шрёдера, значит, уже втиснулась, правильно? Потому что оговаривают такую возможность. Она не может не втиснуться, потому что Соединенные Штаты прекратили давать деньги на войну Украине. Европа перебрала на себя основные бюджетные нужды. А тот, кто платит, тот обычно за столом. В том или ином варианте. В каком? Потому что, ну, в каком-то таком представительском. Скорее всего, будет они же там говорят о спецпредставителе. То есть, в Европе должен быть свой Уитков. Струба, президента Финляндии, они туда хотели. Путин говорит, у меня тоже есть представитель, вот вариант, это Шрёдер и так далее, и так далее. То есть, ну, разговоры пошли уже. Пошли, значит, уже серьезно рассматривается тема. Это же не мы с вами говорим, это говорит Путин, правильно? Как бы глава государства-агрессора. Поэтому, да, значит, уже Европа на месте. Значит, свежая новость буквально к эфиру, горячая, с пылу с жару. Буданов заявил, что Украина готова к разговору на высшем уровне с Россией, если к нему готов Кремль. Значит, если Россия действительно готова, то Украина неоднократно подчеркивала, доказывала действиями. Он сейчас в Литве находится, да, и вот, собственно, вот так вот комментирует эту историю. Межгосударственные телефонные линии между воюющими странами отключены, а такие звонки по мобильному телефону не осуществляются. Поэтому этот разговор состоится не внезапно, к нему там будет определенная подготовка. Вообще как-то странно. Перемирие, давайте продлять. Встреча Зеленского и Путина, да пожалуйста, приезжайте в Москву. В принципе, для того, чтобы поставить точку в войне, можем где-нибудь еще. Вот Буданов заговорил о телефонном разговоре. Контакт Зеленского и Путина возможен? И при каких условиях? Ну, давайте как бы шаг назад и оценим ситуацию в целом. Значит, Путину выгодно закончить войну сегодня, сейчас при данном наборе обстоятельств. Но другое дело, что он на каких условиях закончит. Они пока не сдаются и требуют полностью Донецкую область. Это как бы неоднократно прозвучало от Ушакова, там, от всех остальных. Но они очень за закончить, потому что тенденции долгосрочные для России не могут рассматриваться как позитивные. Как бы и не рассматриваются ими. Украина только что получила 90 миллиардов, в определенном смысле перехватила инициативу, ну, до какой-то степени, там минимальной. Да. И Зеленскому по кайфу воевать столько, сколько надо, потому что он хочет войти в историю победителем Трампа и победителем Путина одновременно. Как бы ему хорошо. А кроме того, прекращение войны, он уходит, лишается власти со всеми вытекающими. Поэтому, но, как бы, общая дипломатическая логика говорит о чем? Что когда предлагают переговоры, нельзя отказываться, что в противном случае вопросы тебе начнут задавать твои спонсоры и весь остальной просвещенный мир. Например, китайцы будут спрашивать, а что вас зовут на переговоры, вы не едете? Поэтому, да, реверансы про переговоры стороны раздают друг другу направо и налево, но
позиции сторон не меняются абсолютно. Мы никогда не выйдем из Донецкой области, говорит Зеленский. Россияне говорят, если нет выхода из Донецкой области, разговаривать не о чем. Поэтому, да, это дипломатическая логика. Надо непрерывно говорить про переговоры, про возможности сближения, про то, 5-10 позиции сторон. Вот созвонимся, даже если не созвонятся, даже если не встретятся, это абсолютно не означает, что война прекратится. Вы скептик в отношении того, что, ну вот, например, букмекеры на поле маркет говорят, что до конца года все закончится 100%, 99 там и 9. Ну, может и закончится, только вопрос чем. А давайте подумаем, чем может закончиться эта война и что нам Путин Смотрите. сказал после 9 мая, после парада. Ну и, конечно, вот эта вся, ну, я это называю агонией, понимаете? Вот это довели до какого-то безумия вот этот момент перед 9 мая в конце прошлой недели. Смотрите, оно может закончиться двумя способами. Первое. Стороны согласовывают позиции. Я в это не верю абсолютно. Как бодались за Донецкую область, так и будут бодаться. Ну, какой-то процент оставим на то, что согласуют по линии разграничения и как бы и успокоятся. Но это позиция украинской стороны. Значит, Россия должна пойти на уступки. С чего бы это? Второй момент. Умер кто-то из лидеров. Упал вертолет с Путиным, упал вертолет с Зеленским. Тогда ситуация радикально меняется. Ну и третье – это военное поражение одной из сторон, и вторая навязывает ей силой. Я не вижу способа закончить это. Договориться о прекращении огня временным, сколь угодно долгом – это да. Но прекратить конфликт – нет. Что зерно этого конфликта сейчас, вот после 9 Ну, в настоящий мая? момент Донецкая область. Нет, подождите, это все очень как бы... Тут можно спорить. Ну, какая Донецкая область? Два Давайте города? поспорим. Ну, давайте так. Смотрите, сегодня очередной там храм захватывали. С русским языком такая же если история. это... Не-не-не, То есть смотрите. комплекс задач СВО, ну, далек от выполнения, это признают все. Но она не будет выполнена на таком комплексе задач, потому что не может Россия заставить Украину выполнить эти задачи. Что она может? Она может взять Донецкую область силой, либо на переговорном процессе, но она потратит. Да и может ли уже большой вопрос. Смотрите, ситуация на поле боя сильно меняется. Российские зетники плачут, зет-корреспонденты плачут, что добивают до трассы, которая Ростов-Симферополь, там, условно говоря, идет вдоль этого самого, вдоль берега моря. Это 100-120 километров. Причем это не дроны СБС, не сил беспилотных систем, которые дальнобойные, а грешат на Азов. А Азов – это линейное подразделение. А если его дроны достают туда уже, то это ай-яй-яй. Может случиться так, что вся оккупированная территория станет простреливаемой территорией. Ее будет удерживать очень неуютно, включая, как бы, ну, как вам сказать, объяснение дорогим россиянам, что мы тут войну затеяли, чтобы получить сухопутный коридор в Крым, и враг не мешал мирно эксплуатировать крымские комбайны. Раз. Во-вторых, как бы, ну, хорошо, воевали, даже Донецкую область не освободили. Невозможно объяснить россиянам эту войну. Можно сочинить легенду, что мы сражались против 56 стран НАТО и так далее, которые гораздо меньше на самом деле. Но против коллективного Рамштайна, проклятый Запад, мы показали ему место. Но нужно определить что-то формальное. А что? Если нет Донецкой области и наносятся удары по трассе, соединяющей с Крымом. Как бы уже не на что ссылаться. А так хотя бы можно сказать, вот административная граница, вот, пожалуйста. Должен быть очень жирный какой-то размен, чтобы россияне согласились, например, на остановку по линии фронта. Им очень трудно будет объяснять внутри России, за что они воевали. Кремлевскому руководству. А Украина в более выгодном положении. Им всегда можно сказать, да, за что бы ни воевали, мы уже победили, потому что россияне не захватили Киев, они уничтожили святую Украину. Все. Ну, давайте тогда так. Какие тогда... Ладно, сейчас поговорим про кнуты. Давайте про пряники поговорим. А какие пряники получают две стороны от того, что война раз и закончилась? Никаких. Речь идет не про пряники, а про уменьшение вреда, который война наносит обеим сторонам. То есть ситуация войны, она просто ухудшает положение для обеих сторон. У России нефть накрывается, там как бы уже военная логика сыпется, политическая логика сыпется, идеологическая сыпется. У нас половина населения нету уже, как Минсоцполитики заявил. Как бы и дальше разрушается экономика и прочее. Поэтому это очень вредная история, эта война. Ее нужно заканчивать не ради каких-то бонусов, а ради того, чтобы зло не увеличилось от этой войны. Это не тот случай, когда можно бонусы получить. Улютин действительно сказал такую вещь, и сейчас, в принципе, все наблюдают. По соцсетям одни индусы
Даже там сегодня танцующий индус во Львове Во Львове, да. как бы всех поразил, покорил соцсети, но поздно уже поражаться, кажется. Когда реально половина Украины, он, правда, говорит, 41 миллион было на 22 год населения, а сейчас стало 21, 25, непонятно сколько. Но это же проигрыш в войне, объективно. Ну, проигрышем можно назвать все, что хочешь. Равно как и выигрышем можно назвать все, что хочешь. Можно всегда сказать, Путин хотел захватить всю Украину. Не захватил же, значит, мы выиграли, а он проиграл. Все, вот и все. Смотрите, все очень просто. Обе стороны, вне зависимости от результата, обе стороны объявят его победой. Это надо вот из этого исходить. Как бы, да, мы можем считать это победой, поражением, неполной победой, неполным поражением. Как угодно. Что это меняет? Ничего не меняет. Вообще ничего. То есть это риторика кого? Вот вы, украинцы, проиграли, сдавайтесь. Украинцы говорят, нихера себе мы проиграли, мы вам положили в десятках процентов нефтяную промышленность и продолжаем ложить. И херачим, 70% вашего населения под ударами наших дронов. И то ли еще будет. Так кто проиграл? Вы разрешение от нас получаете на проведение парада на Красной площади. Это все риторика. Она может быть более удачной, она может быть менее удачной. Можно издать указ президента, там, потроллить, можно еще что-то. Суть не меняется. Для России эта война неудачна. Нет, не проигранная, но неудачная. Если сравнивать затраты и полученные результаты. А для Украины эта война носит катастрофический характер. Нет, это не поражение, мы не проиграли. Просто она носит катастрофический характер. На половину населения вообще смылось. Но вопрос, оно же смылось не от войны. Часть населения, которая во время осталась на территории Украины, и сидит там вполне в войне, оно же тоже саботирует указы Его Величества и общую государственную логику Украины. Поэтому я думаю, что трагедия Украины, если уже говорить о корнях, заключается в том, что у нас привилегированный класс, как они решили, то есть сторонники землянки УПА, решили превратить землянку в огромную многонациональную, многокультурную страну. Все очень просто. Народ сбежал. Заметьте, какой изящный парадокс. Все эти борцы за нацию, они высшей своей целью объявляют здоровье и благополучие нации. А в результате нация наполовину споловинилась, и сюда завозят людей, иммигрантов, которым глубоко пофиг их идеи. Индусы, бангладешцы лента за ленту петь не будут, и с портретами Бандеры ходить не станут, понимаете, да? Ну, так всегда бывает. Я же написал пост, я говорю, представьте себе, чтобы они были... Хорошо, что у нас умные такие националисты. Представьте себе, они были бы идиотами. Горе какое было бы. А так все нормально, всего половина населения. Украина сама себя поймала. Не Путин ее поймал, не проклятый Запад затянул, не глобалисты. Сами себя поймали не людской идеологией, от которой люди разбегаются. Если людям говорят, вы второго сорта, откровенно, третьего, четвертого, пятого, шестого, то нормальный человек, что он выезжает туда, где его права защищены, свободы предоставлены и все такое прочее. Зачем находиться в стране? Подумайте, сейчас просто 2 шага назад, посмотрите трезво. Не Украина, это не у нас украинские с вами паспорта, не у наших зрителей, мы не болеем за это, просто смотрим со стороны. Вам говорят, что в некой стране государство начало регулировать, какую музыку вы можете слушать в машине. Дурдом. Ну, какой ответ будет? Идите нахер. Да. В Советском Союзе не регламентировали музыку, которую вы будете слушать в машине. Здесь регламентируют. Вот поэтому народ разбегается. А война только одна из причин. Но опять же, а война по какой причине произошла? Не по этой или? Среди прочих. Поэтому корни конфликта, конечно, в том, что попытались из Украины сделать землянку УПА. А разойтись можно на совсем других причинах, назвав другие причины, там, формальные поводы там, и так далее, и так далее. Тут вопрос, мы что, мы хотим оформить перемирие? Всегда можно оформить. Я всегда могу произнести и для России, и для Украины наилучшую формулу, которую можно скормить народу. Они будут идеально звучать для обеих сторон. Если это нужно объяснение, я напишу за 5 минут. Разошлю сторону, пожалуйста, если отмазки нужны. Если нужно думать о будущем, то, наверное, не надо дальше воевать, потому что очень сильно бобо обеим странам. Не кажется ли вам, что это какой-то переломный 9 мая прошел? Смотрите, в Харькове, в Киеве несут цветы, все друг друга поздравляют. Трамп говорит, Украина приложила большие усилия, то есть фактически Трамп вытер ноги, а вот этих все, скажем так, националистические вещи. Плюс, помните при Порошенко? Так же хотели, так пытались маки насадить. Нет, не было никаких маков, ничего. То есть вообще ничего. Такое ощущение сложилось, что люди, как
протрезвели, у них спала пелена, и я вот замечаю, друг друга поздравляют все. Разделили они великую победу с сегодняшним днем. Как-то интересно все произошло, причем, само собой, на фоне непрекращающейся войны, хуцпы вот этой Зеленского, параде в Москве, оттуда ответов, вот этих призывов «выходите из Донбасса», на фоне вот этих украинских каких-то мансов. А люди-то, слушайте, резко все изменилось. Я прям, если честно, так немножко даже удивлен был. Ну, так, слушайте, у постсоветского человека, а тем более украинца, рефлекс. Когда ему что-то навязывают, он начинает против этого выступать. Если вы агрессивно начинаете навязывать землянку УПА, как бы, да, ну, силой. Они же ничего не предлагают, кроме насилия в отношении своих. Вы слышали хоть от одного представителя национал-патриотизма какие-то разумные вещи, как бы на уровне «а давайте поощрим людей». Да, хорошо, та же идеологическая база, к принятию этой идеологической базы нет, предлагается только насилие. Люди заходят в протест, это же очень естественная история, как бы, да. Навязываешь, и вот тебе протест. Поэтому, ну да, 9 мая – это одна из знаковых символических дат, когда этот протест можно отлично высказать, сказав, что это мой дед, мне пофиг, на какой стороне он воевал, я за него. Ну вот и все. И такая, а что ты возразишь? У нас даже 8 мая официально празднуется тот же самый праздник, просто на день раньше, чем в бывшем Советском Союзе, чем в России. Официоза за 8 мая, за победу над нацизмом во Второй мировой войне, бла-бла-бла. Вот, поэтому, как бы, ну, здесь люди в своем праве, на безопасном поле. И это очень хорошо троллить, находясь на безопасном поле. Они этим и занимаются. Все логично. Зеленский сегодня Дальше протест будет нарастать еще больше. Да, Зеленский сегодня пообщался с Умеровым, говорит, американцы не ушли из дипломатии, это хорошо, и, в общем, обсудили. И все бы ничего, Алексей Николаевич. Ну, как бы стандартная такая дежурная история, они там сфотографировались, написали, что там форматы продления дипломатии, обсудили, что там американцы, что там. Но фигура Умерова, ну, слушайте, вот же его пленки, вот же его запись. А он, получается, ну, то есть это настолько на этих людей плевать, и вообще плевать у Зеленского о том, а кто что подумает, а американцы почему принимают Умерова. В общем, какая-то странная история с вот этими пленками. Это все очень просто. Умеров гражданин США и, судя по всему, как бы зашкуренный агент ФБР. Потому что, когда был первый скандал, он 2 суток провел в Соединенных Штатах, и знающие таксисты говорят, что он мило беседовал в это время с следователями ФБР. Что и логично. Если у тебя вся семья ФБР, ты американский гражданин, то как бы неудобненько воровать американские деньги. Они же там тырили деньги американских налогоплательщиков. Они же не свои украинские тырили. Ну, у него нет выхода, кроме сделки со следствием в том или ином варианте. А раз значит, он становится управляемой фигурой. Так лучше держать управляемую фигуру, чем неуправляемую для американцев, правильно? На таком важном треке. Вот они и держат его. Все очень просто. Сукин сын, но наш сукин сын. Ну так это же позор. А что не позор? Давайте тронем любое место вот из тех, которые мы любим обсуждать, и скажем, что не позор. Ну, я не знаю. Ну, позор. Я, конечно, я все могу понять, да, Алексей Николаевич, но когда варьё решает там с американцами дела, плюс Америку выставляют на передний край и говорят, вот Америка гарант перемирия, Америка гарант обмена вот этого. А вот кто с американцами говорит? Да вот кто говорит с американцами. Мне кажется, что всем уже стало очевидно, что что-то не так в верхушке. И... Да, но никто ничего не может с этим сделать. Вот и все. Вот в этом позор. То, что сделать с этим ничего не могут. А не то, что они знают, кто такая верхушка. Или даже не верхушки, которая это все выполняет. Это позорная верхушка стрела 40 миллиардов, у них все хорошо. Они, по крайней мере, они так надеются. А люди, которые возмущены, там, не знаю, да, ищут, как это хлеба купить себе при нынешних ценах, да, и при всем остальном. Ну, так кто в большем позоре? Или, скажем так, у кого более крупные проблемы? Это очень такая ситуация себе. Да, да, позор. Но смотрите, это же амбивалентный позор. С одной стороны, мы героически сопротивляемся под руководством того же самого Зеленского и Умерова, как ни крути. Вот Путина там, значит, заставили просить разрешения на парад, бла-бла-бла, и вся вот эта пропаганда. А с другой стороны, да, они воры.
И медийные фигуры ключевые молчат. Никак не могут понять, кто же этот Володя на этих пленках Меднича. Ну, вот давайте догадаемся с 7 раз, правильно? Это позор. Так как это... Тут все уже научились позориться. И даже удовольствие получать от этого некоторые. Мне очень понравилась ваша, ну так, модель, да, как давайте попробуем на этот фокус, да, навести через вот эту линзу, да, навести фокус. А как это вообще выглядит с позиции какой-нибудь Словении? Ну, я имею в виду просто рандомная страна, просто вот, просто со стороны. И со стороны Словении это выглядит понятным образом, потому что маленькая страна, надо выживать любой ценой. Но тут же момент какой. Есть два способа выживания. Есть засунуться в кизяк, а потом оттуда вылазить, позорясь. А есть мудрый способ выживания. Просто не залазить в кизяк с самого начала. Вот и все. Мы залезли по полной, продолжаем залазить. Как бы, ну, ясно, да. Тут уже приходится делать все, чтобы вылезти, даже позориться. А умная страна не полезла бы просто. Как вы считаете, есть ли перспективы продления перемирия и что это будет означать? Смотрите, что нам показала теория. Во-первых, что бы там ни кричали про взаимное тотальное уничтожение, наши орут ликвидируем Россию, они кричат позадаем хохлов. Видно, что война управляема. Что есть пределы, за которые стороны не пошли. По параду бить не стали, по центру Киева бить не стали. Значит, есть в кавычках святое, что перешагивать не хочется. Это прекрасно. Это показывает, что война носит ограниченный характер, как любая война, на самом деле. Вот. Второе. Есть перемирие, совершенно реальное перемирие. Там нет дальнобойных ударов, там тяжелых и прочее, прочее в этот момент. Ну, значит, его можно поддержать, его можно расширить. Можно заходить на более, как я написал, уже повторюсь, что сегодня не бьем по параду, завтра не бьем по столицам, потом не бьем по городам, потом вообще не бьем. Вот вам схема. По мере там нарастания доверия сторон и прочее, прочее, прочее. Была бы добрая воля. Но доброй воли нет. Одни хотят обломить других, другие хотят задавить третьих. И так далее. Есть люди, которые всерьез про мир. Все же про мир на условиях. Путин говорит, я за мир, но отдайте Донецку. Зеленский говорит, я за мир, но пусть Россия развалится. Ну, как бы мир от этого не очень приближается. О, Господи, ну, тут в прямом эфире приходят новости о том, что как раз к опросу, друзья, голосуйте в вопросе по поводу представительства Европы на переговорах между Россией, Украиной и США. Кая Каллас допустила, что она выступит в качестве переговорщика от Евросоюза. Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия. Специалист по ловушкам Кая Каллас в деле, Алексей Николаевич. Ну, можете не сильно надеяться на мир тогда, потому что Кая Каллас про что угодно, но только не про мир. Да, значит, если вернуться к Украине и украинцам, Алексей Николаевич, это шокирующая история. Значит, на проповеди в церкви митрополит Банчинский Лангин обвинил ТЦК в том, что они издевались над его сыном. Когда забирали моего сына, всю ночь его били, наполнили бутылки водой и песком, и всю ночь его били. Это варвары, это уничтожение Украины, геноцид украинского народа. Когда, ну, в общем, бросили его в яму, заливали там до утра водой в 2-метровой яме. Когда в первый раз было страшно из-за его одежды, порвали на нем подрясник, я молчал, но больше молчать не буду. Заставили копать яму в 2 метра, полную яму заливали всю ночь. Вот где преступники. Иголки под ногти, чтобы подписали, что он доброволец. Разве это армия? Заявляет митрополит. Слушайте, сегодня «Украинская правда» издала материал о том, как будут реформировать ТЦК. Что скажете? С реальностью и перспективами. Я не верю в реформу ТЦК. Я верю, что будут определенные меры предприняты. Но те реформы, которые проскальзывают, и которые, как они говорят, обеспечат приток войска, там 400 тысяч пехотинцев, там и 5-10, оно не сработает в данных конкретных условиях. Какую-то часть людей оно приведет, но совсем не то, которая нужна. Поэтому если война будет продолжаться, они хотят ее продолжать, значит, они будут применять меры, которые по-прежнему будут репрессивными. Возможно, это будет не ТЦК делать, а полиция, может, еще кто-то и так далее. Но после короткого периода эйфории, вот сейчас будут большие зарплаты, вот мы сейчас все по-человечески, вот не будет больше пассификации, вернуться все равно к насильственной мобилизации. У них нет вариантов. Потому что ненасильственно не сработает.
Вот это мой прогноз такой. Ну, не прогноз, предвидение. Зачем такая мобилизация? Какая? Ну вот, опять-таки, все говорят о мире, и я так полагаю, что нагребают людей, это 1,5 месяца лага. Потому что о мире с позиции силы, говорит Зеленский. А это значит, нужны люди, которые будут обеспечивать эту силу. Управу на ЦК так и не нашли. Почему? Так на нее не надо искать управу. ТЦК можно остановить одним звонком. Какую там управу? Они что, удельные князья, они будут продолжать хватать после того, как им главнокомандующий прикажет это прекратить там немедленно? Да, просто патрулей убрать с улицы и все. Это же как бы делается одним звонком. Не в этом управа. Из них сделают козлов отпущения. Во-первых, создали машину, которая позволяет зарабатывать огромные бабки. Всей вертикали ТЦК и вплоть до в офис заносится как бы часть за босификацию. Второе, выполняется как-никак эта функция пополнения армии там коллегами всеми этими, которые нахватали и здоровыми. И третье, это, по крайней мере, по показателям бьет. Третье, готовит козла отпущения, потому что на ЦК потом все свалят. Уже сваливают. Посмотрите, СБУ арестовала тех, пятое, десятое, там врачи, для медкомиссии, все эти военкомы, военком Борисов опять по Одессе ходят. Из них сделают козлов отпущения, это же было очевидно, и сбросят на них всю ответственность за босификацию, за насильственную мобилизацию. Таков замысел Зеленского и его компании. И это начали делать с самого начала войны. Хорошо, сбросят, а как дальше? ЧВК? Ну, что-то будут думать иностранцы, деньгами привлекать, там, как бы что-то потом пытаться, там, каких-то добровольцев, ну, послабление какое-то будет. Вот эта реформа, там, призыва и прочие мобилизации. Я не верю в это, потому что не даст оно чисел, которые нам нужны, цифр ежемесячно. Это новая реформа мобилизации. Нам нужно 30 тысяч человек ежемесячно, где-то примерно там, в районе, и так далее. И ну, если эта реформа даст 10 в месяц. И тоже она как даст. Она, возможно, там люди поверят и пойдут за длинным рублем, там, за возможностью самому себе выбрать подразделение, за все это самое, за всю эту ерунду. Как бы, да. И, ну, первые 2 месяца будет набор добровольцев, 3. Потом они увидят, что они сталкиваются с той же самой армией, которая к ним относится как к мясу в большинстве случаев своих. И энтузиазм закончится вместе с добровольцами, новыми добровольцами первой и второй волны. Ну, должны менять не реформу ТЦК, нужно менять то, что происходит с человеком в армии. Для того, чтобы менять, что с человеком происходит в армии, надо менять, что с ним происходит в государстве. А значит, мы упираемся, как в анекдоте, тут всю систему менять надо. Кто к этому готов? А эта реформа, это побелка гроба. Никакой разницы. Но в состоянии войны нет шанса на перемены. Почему? Именно в состоянии войны основные перемены должны осуществляться. Леонид Шибаршин был такой генерал КГБ и знаменитый разведчик. И начальник политической разведки первого главного управления КГБ СССР. Он афоризмы за собой оставил. Но один из афоризмов звучит так, остроумно чрезвычайно. Звучит так, что коней на переправе не меняют, но возницу-то не просто можно, нужно менять. Я так полагаю, что... Смотрите, Украину калечит и убивает модель общественного устройства. Никакая частная реформа никакой сферы ничего не изменит. Потому что если весь организм болен, то отдельный палец лечить нет никакого смысла. Как его там антисептиками не обрабатывай, сколько в нем антибиотики не кали, все равно зараженная кровь туда зайдет и испортится. Это ответ на любую попытку частной модернизации, частного реформирования, частного улучшения любой частной области, например, мобилизации. Отравлен же весь организм полностью. Ну, получается, что Украина обречена. Ну, так вот мы Да, с она не вами говорим обречена. сейчас. Она в Нет. таком режиме может очень долго ехать, вплоть до того, что до того момента, когда война России станет абсолютно невыгодна. И она сама прекратит боевые действия. Такое тоже возможно. Хорошо, что потом ожидает Украину при всех водных? Украину внешняя война превратится во внутреннюю, скорее всего. Так а некому, не с кем воевать. Уже все, Да всех... ладно, да ладно, да ладно. 800 тысяч человек с фронта вернется, и вот вам, пожалуйста. Они прежде всего между собой начнут воевать. Экономики нет, денег нет. Там вне экономики какая? Силовая. Ну, поехали.
А как будет выглядеть гражданская война? Вот ее Не сценарий. гражданская война будет, это будет как бы там формальное государство, которое что-то пищит и рассказывает про едность, и реальное как бы реальный сектор экономики, который будет реально пытаться выживать в этих условиях. Когда государство как бы беспредельничает, чтобы собрать хоть что-то, чтобы заплатить бюджетникам, а все остальное будет зоной вне экономической эксплуатации через силу и систему договорников. То есть параллельное государство будет. Региональные князьки, у них будут дружины, как бы, да, все эти батальонные и батальоны. Там одни ветераны, одни герои Украины начнут взрывать и убивать других героев Украины за долю малую, там фермерских хозяйств, за охрану трубы, за что-нибудь еще такое и так далее. Все, что мы видели, только умножить на 10 в 90-е. Переделка экономики на региональном уровне, прежде всего. Переделка власти, там, и так далее. Знаете, как любые политтехнологи знают, самые мирные выборы – это президентские всегда. Самые ожесточенные – это в Сельраду. Потому что там есть что реально делить. А президент – это слишком такая далекая история. У нас будут бесконечные выборы в Сельраду после войны. А, в таком случае, простите, пожалуйста, о каком нахрен ЕС нам сейчас вот жужжат целый день мозги? Ну, жужжат ЕС, потому что Зеленский ЕС использует как главный предвыборный лозунг. Он же в ЕС пообещал, что осенью будут выборы. Он пообещал. И потребовал от ЕС, чтобы они назвали дату вступления в ЕС 1 января 2027 года, как публично назвали, для того, чтобы он использовал это как главный предвыборный лозунг. Я не только Путина победил, я вас в ЕС привел. Супер достижение. Да? Они говорят, окститесь, не будет никакого ЕС. Вам ни 1 января 27, ни 1 января 28, ни 1 января 3225. Просто не будет. Но как бы Зеленский и компания прямо врут народу Украины, рассказывают, что нет, ЕС вот-вот не за горами, буквально вот в июне начнутся переговоры, была свежая новость и так далее. Выходит Зеленский. Друзья, мы в прямом эфире, поставьте, пожалуйста, лайк. Выходит там Зеленский вот прямо сейчас и записывает свое обращение, в котором говорит о том, что, в общем, готовимся к новым атакам. Россия не собирается завершать войну. До этого в течение дня сегодня вышел мэр Ивано-Франковска. Он почему-то очень информированный человек, потому что его все, скажем так, предупреждения срабатывали, кто-то, видимо, сливает информацию именно мэру Ивано-Франковска, говорит, 72 часа будет какой-то жестокий обстрел Украины. Получается, что перемирие не продлится, и все, собственно, возвращается на те... Смотрите, нет же ни одной предпосылки к тому, чтобы было реальное. Оно продолжалось, это перемирие, усиливалось, углублялось или расширялось, а уж тем более прекращалась война. Ни одной причины, которая послужила началом войны, не было как бы устранено хотя бы там или как-то уменьшено, а наоборот, они только усилились, эти причины, усугубились. Поэтому сколько бы ни говорили о переговорах, сколько бы ни создавали переговорных групп на войну, это никак не влияет. Вообще никак. Потому что не решена ни одна проблема, которая к этой войне привела, только все усугубили. Еще хуже стало. В логике причин и следствий. Поэтому как воевали, так и будут воевать. Ну да, добились перемирия. Там, сделали комплимент Трампу. Такое. Это все частность. Ну, Трамп понимает, что он в Украине проигрывает? Или А это план Трампа? Что такое проигрывает? Ну, смотрите, что он не может остановить эту войну, которую обещал остановить за 24 часа. Да. Понимает. Так он самоустраняется. Если вы такие идиоты, воюете там дальше, хай Европа воюет, я руки умыл, у меня вон Куба на носу. Иран. Все дела. Он вместо Украины возьмет Кубу и скажет, ребята, ну Куба же всяко важнее Украины для американцев. Куба это рай, там да, полчаса лететь на самолете из Майами. Как бы. Вы ездите на Кубу, там хорошо, вкладывайте деньги в Кубу. А что такое Украина? Где она? Ее на карте показать никто не может в Америке. Украина. То есть вы считаете, что он окончательно умоет руки? Когда? Он уже умыл почти руки. Это все продолжается по инерции. Его эта тема мало интересует. Я просто встречал мнения разных российских, в основном вот этих оппозиционных аналитиков, которые говорят, что смотрите, сейчас поедет Трамп в Китай,
они обсудят Иран, нефть, Россию, соответственно, Украину, все там разрешится, и вот после условного 15 числа, ну вот начнется как бы ад в Украине, и Путин с открытым забралом пойдет, так сказать, уже в открытую. Соответственно, это означает, что США уйдут оттуда. Чем он пойдет в открытую? Они на этой неделе не взяли ни одного квадратного километра нашей территории, а мы освободили 113. Чем они пойдут? Подождите, карта Deep State говорит нам о другом, о том, что идет продвижение к Славянску. Ну, идет это продвижение к Славянску там вот такими миллиметриками и так далее. Допустим, даже оно идет. Мы там 100 освободили, а они 100. Чем идти? У них нет резервов. У них не хватает резерва даже на одновременное наступление на Запорожье и Славянск-Краматорск. Приходится выбирать направление. Так нам Сейчас рассказывает ребят Сырский, гадают. что помимо того, что мы в Курской области находимся, что у них там 100 с чем-то тысяч, 106 на Покровском направлении, что хватает Нет, народу. самих войск 700, но им не хватает. Эти 700 скованы боями. Для того, чтобы достичь какого-то успеха, нужны резервы. То есть плюс к этим 700 еще 100 где-то взять и кинуть на какое-то направление. А их нету. Нету. Впервые за 4 года у них нет этих резервов. И негде брать. Поэтому куда, с каким забралом он куда пойдет? Чтобы пойти, надо где-то взять, кем идти. Для этого надо в России частичную мобилизацию производить. 1300 призывать. Потом их месяца 3 готовить, не меньше. Ну, 150 кинут на фронт сразу, 150 будут готовить, половину. Как они делали в 22-м, чтобы заткнуть дырки. Тогда, да, что-то изменится. Но это крайне непопулярная мера в самой России, и они пока не решаются. Но уж точно речи не идет о том, чтобы куда-то там пойти в открытую с каким-то забралом и так далее. Нечем ходить. Есть помощники, Беларусь, КНДР. Не, Беларусь несостоятельна, КНДР нужен. Ну, пришлет она 50 тысяч, там, например, каких-то. Так вы говорите, надо как раз таки. Так КНДР же умная. КНДР же, согласно договору с Россией, не воюют на территории Украины, только защищают Россию. Они применялись только в Курской области. Ну, согласно Конституции России, Запорожская и Херсонская – это территория России. Ну, может быть, будут применяться. Так пусть сначала приедут, пока как бы, да, это все область гипотез. В таком случае можем сказать, а за нас приедет 70 тысяч колумбийцев. Как бы, да, и все. И будет паритет. Но это из области гадания. Там, да, как вероятность, да, возможно, корейцы будут использованы. Но пока нету ни единого данного, ни единой капли фактов, которые намекали бы на готовность Кореи снова дать контингент и еще принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Ни одного факта нет. Послушайте, И если... потом, это же решение Китая. Смотрите, это же не просто так. Это очень большая такая геополитика, серьезно. Получается, что на фронте нет никаких перспектив к тому, что что-то изменится в ближайшее время. Нет. Будет тупое мясо такое же, как сейчас. Поэтому как бы всегда есть соблазн воспринять их слова всерьез, все эти про переговоры, про этот самый, но, увы, этот соблазн приходится развенчивать. Это все ни о чем, это дежурное заявление. Если такое тупое мясо, то почему его не заканчивают? Ну, то есть, если Как же не... заканчивать, если возвращаемся к началу нашей беседы? Что предъявить народам? Но Зеленскому, пожалуй, есть что предъявить. Путину вообще нечего сказать россиянам на этот счет. Ему нужна формальная победа. Формальные признаки минимальные. Донецкая область. Подождите, ну, ровно просто следуя вот этой логике, что предъявить народу, но можно, допустим, гипотетически, уламывают как-то, крутят ему руки, показывают пленки, показывают счета, биткоин, кошельки. Мы все уже показали. И говорит, все, уходим из Донецкой области, вышли ВСУ из Донецкой области, там стали по линии. Конечно, можно Путину сказать, ты даже не смог отвоевать Славянск-Краматорск. Что ж ты там за сильная армия такая? Они ушли под давлением Трампа. Давайте по порядку. Тоже позор. Во-первых, Зеленскому все уже показали. Все. Он прекрасно знает, что про него все знают. И весь компромат. Раз. Во-вторых, Штаты теряют рычаги воздействия на Зеленского по той простой причине, что они не платят. Не платят. Из бонусов, которые фактически есть по войне, это то, что они разведданные передают до сих пор. Вот и все. Но это слишком мало. Он от них все менее зависит. Значит, они теряют рычаги воздействия на него. Если бы они деньги давали, оружие, тогда да, приходилось бы слушаться. Но он и тогда не очень слушался. А тем более, а сейчас, когда они дают, кто вы такие? Ну, обнародуйте. Мы вас объявим агентом Красновым, который нас сочинял, чтобы помочь Путину завоевать этот сон.
В ситуации, когда 70% украинцев, как говорят, соцопросы украинские негативно относятся к Трампу, ну, не слушаться Трампа – это за милое дело. Только рейтинги себе помогаешь. Поэтому какие у них реальные рычаги воздействия на Зеленского? Никаких. Санкции, счета, Ну, введут окружение. санкции, счета, а Европа и Британия скажут, что дадут ему премию мира и еще раз снимут на обложку Time. И все. Они заинтересованы. Ну, скажешь, что Краснов совсем продался уже. Он подлец России, и санкции накладывает на президента, единственный, который не боится противостоять Путину, и защищает Европу. Ну, вот хотя бы европейцы умные, европейцы поддерживают. Всё. Так а сколько там той Европе осталось? Ну, В смысле? В Англии политический разгром Стармера. Просто. Ну, он под плинтусом кричал: Так я а не что это уйду, я не меняет? Если уйду. придут консерваторы, то они еще больше будут Зеленского поддерживать. Думаете? Конечно. Они же и поддерживали всегда. Очень долго и основательно. Все это было при консерваторах. Стармер победил, когда это была флюктуация. И то продолжил помогать. Хотя обычно левые не любят этого делать. Европейцы с ног до головы поддерживают Зеленского вовсю. Там. ВПК взаимно прорастают. Там такие планы в громаде. Сотни миллиардов евро ходят туда-сюда, пятое, десятое. Поэтому ну, им выгодно, чтобы война продолжалась. Они говорят об этом прямым текстом. Минимум до 30-го года. Чего ему бояться, Зеленского? Он боится только одного – окончания войны. Потому что тогда он становится не нужен. Скрипач не нужен. А пока война идет, он на коне, и с ним никто ничего не сделает. И он это знает, именно поэтому война продолжается. Визит Трампа в Китай как-то повлияет на Украину? Или это больше иранская Как? история? Как? Как он повлияет на Украину? Вот Си и Трамп говорят, войне стоп. Зеленский, прекращай войну. Он говорит, идите нахер. И что? Китайские десантники американские будут на Печерск высаживаться или как? Но подождите, у нас все комплектующие китайские. Да, Все ну, купят китайское. китайские комплектующие через Польшу или через Саудовскую Аравию, ради бога. Как давно уже покупают? Вы что думаете, Украина напрямую закапывает из Китая, заказывает это самое? Давно через фирмы прокладки все это работает так же, как у России. Поэтому это в современном мире давно решенный вопрос. Более того, наш ВПК уже до того развился, что очень много запчастей сам производит. Кроме небольшой номенклатуры ключевых. И чем дальше, тем больше. Надо признать, сложилась такая ситуация историческая, когда Зеленский практически неуязвим. Ни внутренне, ни внешне. Как инструмент судьбы. И с этим ничего сделать нельзя. Точнее, можно, но не хотят до этого доводить. Но это уже их дело. Ну так, ну стойте, ну Зеленский неуязвим. То есть всем получается плевать на его там легитимность, на Да, бусификацию, на закрытые границы, да, на женскую мобилизацию, которая да, сейчас пропихивается с каждого утюга, там нам конечно. показывают Потому что разных он решает девочек. ключевую задачу для них. А значит, на все остальное закрываем глаза. Задача развалить Россию. Не развалить Россию, не развалит Россию. Ослаблять Россию, сковывать. Развенчивать, позорить и так далее. Да, такая Или это ситуация. курица, которая несет золотые яйца. Зачем же ее резать? Так а в чем он несет золотые яйца? Сдерживает Россию. Ключевая задача сейчас для Европы. И для Америки в том числе. Хорошо, сдерживает от чего? От того, что от роли, от веса геополитического России, от возможности влиять. Вот если бы сейчас войны в Украине не было, как бы Штаты Кубы захватывали, там 3 российских военных базы. А сейчас да наплевать, захватят 2 счета. Как Венесуэла была полно российских военных, тем не менее, за Мадуро взяли и вывезли. Провели операцию. То же самое сделают с Кубой сейчас. Потому что России нечем ответить, все сковано в Украине. Очень удобно. Хорошо, куда тогда вывернется эта ситуация, на ваш взгляд? Вы просто сегодня, знаете, особенно меня интересует вот эта Зеленского неуязвимость. Ну,
Ну, казалось, я куда-то делал... оно вывернется, когда-то как-то оно Нет, закончится. я делал Мы не вывод, знаем, когда и что как. Да. по итогам 9 мая и после, вот сейчас, завтра закончится перемирие, то у Зеленского уже нет гарантии личной безопасности, что Да, какой-нибудь на это можете, на это можете ракета даже не какая-нибудь надеяться. прилетит или еще что-нибудь Смотри, будет. Саша, на это вообще можете не надеяться. Убить Зеленского, если бы его так было просто, его бы убили давно уже. Эта система охраны и обороны лидера воюющей страны отработана за 4 года почти до совершенства. Поди его убей. Думаете, так просто? Уже пытались. Как бы, да, и так далее. Нет, ну совсем исключать ничего нельзя, но пока нет. Смотрите, что нужно понять? Первое, это безнадежно. Второе, это очень надолго. Третье, и это тоже важно понять, это может закончиться в любой момент. Ну, вот, грубо говоря, никто ничего от вертолета не откручивал, а просто техническая катастрофа, когда он в очередной раз летал на фронт. Ну, так получилось. Там, да? Раз. И так далее. Вот и все. Поэтому ну, так всякие случаи бывают в истории. А пока он у власти, вот так вот и будет идти, эта тягомотина. А от власти его никто не уберет, потому А кто что его уберет от некому. власти? Нет заинтересованных лиц, реально желающих убрать его от власти. И обладающих такой возможностью. Наоборот, все за него. Если нужно как-то утешение Надо людям, как-то которые не утешение, любят Зеленского, а то у нас смотрите, сейчас какой-то, знаете, какой-то у нас с вами когда война... безнадега.ру. Ну, я исповедую реализм, как бы, да, поэтому у Зеленского все будет очень плохо, когда закончится война. Потому что он сразу станет ненужным и слишком много укравшим, и слишком много знающим. Украинцы закончатся, как-то закончится Ну, война. может быть, и закончатся украинцы, да. Но если хочется персонально, чтобы Зеленскому было плохо, могу сказать, ему будет очень плохо после окончания войны. Но только после. Соответственно, смотрите, вы говорите, Россия ничего, ну, как бы неоткуда брать, надо проводить мобилизацию не хотят, вот это вот все. То есть, вот такими темпами, которые сейчас идет война, и таким качеством, количеством, качеством, вот таким тяни, толкай. Так а сколько она тогда может идти? Лет 10-15? Ну, лет 7 может спокойно идти еще аж бегу. Но я вам скажу более страшную вещь. Даже если они сейчас возьмут 300 тысяч призовут, то они героически возьмут Константиновку, Дружковку и, возможно, полславянск. И подойдут к Запорожью. И что, думаете, от этого прекратится война? Нет. Как воевали, так и будут воевать. Только нужно будет еще 300 тысяч. И вопрос, а как они готовы бесконечно призывать по 300 тысяч? Как их внутренняя ситуация? На это отреагирует там народ российский. Российский уже никто не знает. Но эта мера крайне непопулярна, они стараются ее избежать. Нет, ну если это экзистенциальная война, ну, то Одна не есть... очень для них экзистенциальная. Российская модель войны заключалась в том, что добровольцы воюют, а общество не чешется. А когда начинают дергать общество, то общественный договор переписывается в России. Совершенно неизвестно, как он перепишется и куда. Почему в Украине Ладно. можно переписать общественный договор, а в России нет? В Украине переписали общественный договор давно и безнадежно, еще в 23 году. Уже поздно пить боржоми, он уже переписан. А в России не переписывали. В России все было четенько. Кому надо зарабатывать на войне, кто хочет воюет и там зарабатывает на войне, а народа это не касается. Даже границы не закрывали. Бери, выезжай, заезжай и так далее, и так далее. А теперь надо что? Теперь 70% населения под ударами украинских дронов. Не каждый день, но под угрозой. Как бы, если до Читы достаем, то это 70% населения России. Там как бы экономические положения по разным оценкам не блестящие. Не будем говорить, что крах, но не блестящие. Что там еще? Впервые людей приходят в военкоматы меньше, чем где-то уже месяцев 5 устойчиво меньше, чем гибнет или выходит из строя по ранениям там, и так далее. Но им надо что-то делать. У них исчерпалась модель войны. Не только модель мобилизации, но модель войны как таковая. Как бы, а если втягивать общество в войну, то это нужен идеологический посыл серьезный. Какой? Что им сказать? Пойдите умрите в количестве 350 тысяч за Славянск и Краматорск? Слабоватенько. Атакуют Россию, Ну, атакуют натовцы Россию, злые. да. Да, так это претензия к властям. Как я могу под Славянском, умирая в окопе, повлиять на то, чтобы дроны не летели в Читу? Никак. Слишком разные вещи. Вот если бы они, там, украинцы опять вторглись в Белгородскую, тогда понятно, тогда становимся на защиту священных кордонов. А так я просто дохну в грязи где-то под Константиновкой, да, а дроны как летели, так и летят, я на это никак не могу повлиять.
Ну, украинские Это же военные... расщепление. Подождите, украинские военные ровно точно так же воюют. Как именно? В грязи, в окопе, пока Да, но по у нас нему страшный летят враг на дроны. нашей территории. Понятно, за что воюем. Придут, всех изнасилуют буряты. А это как бы понятная история. А у им-то что? Украинцы же не вторгаются на территорию России в настоящий момент. У них была вспышка энтузиазма, когда мы зашли в Курскую область отомстить. Сырский Вот. говорит, до сих пор мы в Курской области. Ну, может, там, как это, два лесника каких-то периодически ставят ногу на ту сторону границы и говорят, мы в Курской области, или дрон залетает, и тогда мы в Курской области, ну, возможно. Но это что же, как бы люди ко всему привыкают. Энтузиазм был, когда мы только зашли туда, а не после первого шока, там был приток добровольцев, отомстим, отобьем и так далее. Вот, а сейчас-то что? Мгм. Получается, смотрите, интересный у нас наш сегодняшний разговор о перспективах окончания войны. Их нет. Нет, конечно. Я вам давно это говорю последовательно в каждой передаче. А я вам давно Никаких, не верю. никаких перспектив Их окончания нет. войны. Забудьте, да. Никаких перспектив окончания войны. Все это долго, безнадежно и тупо, и кроваво. Хорошо. Тогда давайте... Ну, то есть, понятно, там идеологическая, там социальная иерархия в Украине, понятно, там откатываемся мы. Тоже так интересно, слушайте, посмотрел, сегодня будет шум, может, в шуме обсудим. Посмотрел интервью, как разговор в Одессе, мигрант, такой темнокожий, из Ганы. И она прям вот эта наша украинка там по центру, которая набирает рабочих, и у нее говорит, ну это ж... или Гана, по-моему, да, говорит, так это ж британская колония, ж, типа, там, говорит, да, говорит, да. А вы там кем были? Водитель, драйвер. О, говорит, ничего, нормально. То есть, и тут даже вот ты смотришь на них, да, он приехал там на производство хлеб, он на хлебзавод приехал работать, вы понимаете, в Одессе. И говорит, да, из британской колонии, получается, в другую британскую колонию отправили как бы Ну, водителя так, а то, хлебовозки. что индусам где-то во Львове дворнику, по-моему, $650 дали зарплату, что превышает зарплату военного, который не на первой линии. На секундочку. Ничего так. Да, вот я поэтому хочу финализировать вот эту нашу сегодняшнюю беседу. Ну, вот, основной разговор, сейчас к зрителям вернемся. Хорошо. Что тогда? Потому что меня вот, ну, многие там встречают, там, наши, да, там, я же говорю, что у всех поменялось вообще восприятие и отношение. Я прям чувствую, что что-то прям меняется у украинцев, там, которые за рубежом, Меняется, которые безусловно, внутри. и это очень хорошо. Потому что это дает шанс Украине на послевоенное Вот. время. Что вы посоветуете украинцам внутри и снаружи Украины? Потому что вот очерченное вами перспектив не дает вообще никаких. При зеленом диктаторе как бы будем еще долго. Ну, это длинная история и очень сложная, на самом деле. Морально-этический выбор должен делать каждый сам, и я здесь не советовать не буду. Моя позиция, могу назвать мою позицию, что Нет, агрессора от вас надо... именно, от вас просят Да. совет, Алексей Смотри, Николаевич. нет, От вас. советом мы избежим, но позицию свою я изложу. Она заключается в том, что агрессор должен быть принужден к окончанию войны, так или иначе. А кто агрессор? Российская Федерация. Сейчас по состоянию на после 9 Безусловно, мая. да. По международному праву Российская Федерация агрессор, как ни Мгм. крути. Вот, даже если очень хотелось бы выкрутить, что она не агрессор, она агрессор. Смотрите. Фишка, просто меня не пугает это слово. Ну, агрессор и что? Вот все же падают в обморок, начинают ручки заламывать. А я просто констатирую, агрессор, да и хрен с ним, ради бога. Возникает вопрос о том, что война должна быть остановлена, так или иначе. Вот когда ее остановишь, то появляются перспективы. С другой стороны, в чем позитивная новость для тех, кто хочет с землянкой УПА покончить с режимом Зеленского? Чем дольше продолжается вот эта безнадега с войной, тем меньше шансов у землянки УПА и у Зеленского. Потому что за время этой самой, закручивая гайки, они делают такое количество глупостей, что даже самые безнадежные гражданские, которые их поддерживал, начинают понимать, что им власть давать нельзя. Никогда больше. И это очень хорошо. Я по себе чувствую. Еще год назад на меня орали все предатели, а сейчас как не встретят, говорят, Алексей, как вы были правы. А я говорю всегда, то ли еще будет. Они говорят, да, то ли еще будет. Все уже убедились, что власть националистов – это минус половина населения страны. Без всякой войны. Ну, война какой-то фактор сыграла. Там, да, допустим, 7 миллионов убежало от войны, а 12 убежало от них. Как бы Зеленский – это вообще… Как бы, чем дольше он сидит у власти, тем больше прививка у народа, чтобы Зеленский не повторился ни персонально, ни как явление.
Поэтому очень прискорбно, очень долго, очень нудно, но наступает протрезвение украинского народа. Шансы его появятся, когда война так или иначе будет закончена. Сейчас, в 1935-м, 1942-м, но они появятся. И это будет на 2/3 свободный народ Бангладеша, Филиппин и индусов, которые дали до задницы идеи землянки УПА, до национализма и единоличной диктатуры Зеленского. И это будет прекрасно. Это будет как бы... Понимаете, Украину приводит эта ситуация к разнообразию автоматически, не спрашивая. Как бы, да, размывается база вот этих товарищей, которые Украину держат в заложниках сегодня. Это прекрасная новость, замечательно. Смотрите, чем дольше, тем лучше. Народ должен протрезветь, народ должен полной ложкой нахаваться и понять, что никакие военные власти, никакие националисты власти, никакие зеленые власти – это катастрофа для Украины, смерть. И единственный шанс – это как бы многонациональная, свободная Украина широкого проекта. Транзитная страна между Европой и Азией. Вот это вот наш перекресток миров, в котором она была всю свою историю, заметьте. Вот это наш шанс. Где где защищаются права и свободы, никто никому не задолбывает ни за язык, ни за культуру, ни за веру, ни за что. А как бы свобода слова, твои права обеспечены, защищены, имей любые взгляды, да, просто работай на страну и плати налоги исправно, все, и ты молодец. Вот это хорошая Украина. А та Украина, которую построил Зеленский и компания, это очень плохая Украина. Она убивает украинцев в первую очередь. Половинит их. И эта мысль, она очень медленно доходит, потому что она слишком тесно была слита идеей национализма, идеей единоличной диктатуры, попрания Конституции и идеей противостояния страшному врагу. Трезвый украинец хочет противостоять страшному врагу, но не хочет быть в землянке УПА при этом, или превращаться для этого в землянку УПА, и не хочет быть за Зеленского. И разделить это очень сложно. Да не хочет как-то противостоять врагу. Ну, как не хочет? Хочет же. Ну, как-то не хочет. Ну, смотрите, хочет. очередей Да. нет в военкоматы. Нет, он не хочет противостоять в том варианте, который предоставляет режим Зеленского. Но согласиться, чтобы сюда пришел Путин с бурятами, то я желающих таких не знаю. Нигде, ни в одном городе Украины. Ну, может, они где-то есть, но я с ними не знаком. Просто то, во что Зеленский превратил противостояние врагу, так любой здравый человек уже говорит, да ну вас нафиг с таким противостоянием. Потому что очень трудно отделить. Да, я хочу противостоять Путину, но меня силы садят в бусик, потом садят в яму в учебном центре, потом избивают перестроем со связанными руками, а потом кидают на мясо в штурмовых полках. Я своей судьбой вообще не управляю, не распоряжаюсь. Я мясо, ресурс. Ни хера себе я попротивостоял Путину, правильно? Ну и опять же, это же не везде. Есть там отдельные добровольцы, которые иначе, добровольческие подразделения или линейные подразделения, где человеком обращаются иначе. Ну, вообще тенденция негативная. Зеленский же, я же говорил, он очень интересный фактор. Он, с одной стороны, все его хвалят за то, что он так отчаянно противостоит Путину. А с другой стороны, если бы он поменьше воровал и поменьше топтал Конституцию и права людей, так он бы еще лучше противостоял Путину, решал бы основную задачу. Им давали денег больше, например. Зная, что он не украдет. А так дают по минимуму. Путин с Зеленским не встретится. Встретиться, когда будет конкретный материал для заключения соглашения. Что вы имеете в виду под конкретным материалом? Когда они согласуют на 95% или на 99% повестку. Лидеры встречаются только когда повестка целиком согласована. Доточить нюансы, красиво расписаться и дать пресс-конференцию. Все. Никто не едет договариваться. Все едут уже подписывать всегда. Лидеры встречаются только на подписание. В таких ситуациях. Вот когда оно все будет согласовано, если оно будет когда-нибудь согласовано, тогда и встретятся. Так они об этом говорят прямым текстом. Когда все будет готово, тогда и встретятся. А когда все будет готово? Не очень не скоро. Нет ни одного повода, чтобы оно было готово. Для этого Россия должна сказать, хрен с вами, мы по линии фронта морозимся, не идем, нам не нужна Донецкая область. Или Зеленский должен сказать, я выхожу из Донецкой области. И то, и другое на данном этапе нереально от слова совсем. Значит, война. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего разговора. С вами в вопросе, будет ли место Европе за столом США, Россия, Украина? Вот такие итоги. 6% да, Европа на столе. Фактически в этом замесе. Так, раз и все. На столе окажется Европа. Под столом 29%, 26% будет обязательно, потому что без этого ничего не кончится. Кто-то от Европы должен точно поучаствовать, они деньги дают. Ну и 39% считают, что Европа в пролете. Вот такие итоги нашего сегодняшнего голосования. Вот такая как бы статистика. Спасибо, что проголосовали.
Ну, думают люди, что пролетит Европа от Люди переговоров. так думают, потому что они заражены идеологическим ядом. А проблема же в чем? Что не может те, кто спонсирует войну, не быть за столом. И будут за столом так или иначе. Так, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Спасибо большое, что сбрасываете вопросы, там и по QR-коду, и нет. Давайте к сессии нашего Блица. Благодетель. Алексей, не кажется ли вам, что главная проблема Путина в том, что он психологически не подходит для управления страной в условиях большой войны? Он слишком долго учится на собственных ошибках, слишком осторожен и не способен оперативно принимать жесткие решения. То есть в мирное время такая осторожность может быть плюсом, но во время войны превращается в недостаток. Не создается ли у вас впечатление, что на 5-й год войны Путин постепенно подходит к пределу своей компетенции именно как лидер военного времени? Да что вы говорите? Ну, предложите 3 меры, которые вы бы на месте другого лидера, там, Жукова или Наполеона, приняли бы прямо сейчас на месте Путина. Давайте. Можете назвать? Ну, Что такого надо делать? мобилизация, по полчища идут Что захватывать мобилизация? Киев, Революцию 17 года кто сделал в России? матросики. Мобилизованные, которые не хотели идти на фронт под пулеметы. И очень Путину и любому другому лидеру России очень не хочется это повторять, этот опыт. Мгм. Так, переходим, значит, Вы даете 300 тысяч оружия 300 тысячам мужиков, которые что? Не хотят идти на войну. А ну-ка. Смотрите, есть существенная разница. Вы можете сказать, так в Украине же тоже дают. Есть существенная разница. Украинский дезертир – это как бы ну, такой вопрос. Ты дезертировал, а не на Путина ли ты работаешь, а будет ли тебе место в Европе и в Америке и так далее, и так далее. Путина навсегда герой в глазах европейцев и американцев. Можно попросить убежища, можно попросить чего там, как это, гражданство и прочее, прочее. Свободная новая Россия. Поэтому тут как бы такая история себе. Непростая. Клуб зрителей, переходим сюда. Алексей Александр, добрый вечер. Вопрос первый. Алексей, в свете недавнего вашего поста и реакции на него о том, что Украина приказом разрешила проведение парада в России, хотелось бы узнать, неужели вам, как взрослому и вроде бы умному человеку, кажется веселым, когда управленец-стендапер нынешней Украины выпускает такой официальный приказ? Спрашиваю, потому как вы написали на это пост знатно подъе... Ну, в общем... Да, ну, с точки зрения информационного противоборства, это был очень сильный ход со стороны администрации Зеленского. Мы же объективные люди. Это был сильно. А вот то, что он отказался ехать в Москву после этого, это был слабый ход тут же. Потому что если ты уже продолжаешь роль матча, который как бы разрешает парад в Москве, так съезди в Москву, вышиби дверь ногой туда в Кремль, зайди, скажи, ну что, давайте мириться, давайте разговаривать. А что такого? Но он объявляет, что парад я разрешаю проводить, его приглашают в Москву. Он такой, а вы знаете, а тут нет, тут страшненько. И все сразу сдувается эффект. Но объективно, как отдельный ход, это была очень сильная история. Не знаю, я расстроился, что вообще имею какое-то отношение к Украине как к государству. Паспорт, там, жизнь, прожил. Я не расстраиваюсь, потому что Украина и Зеленский – это вот очень две большие Нет, разницы. это президент Украины, указ официальный. Это Ну не и что? какое-то заявление, это не в интервью он там что-то там поматюкался, Стал понимаете? ли Гёте плохим от того, что Гитлер издал указ по уничтожению евреев? Нет. Он остался одним из самых выдающихся немцев и умов, которое Государство порождало уничтожили. человечество. Ну, плюнули, понимаете, в то, что мы носимся с 91-го года, государственность, там все дела. Плюнул просто своим этим указом. Каким образом он уничтожил государственность этим указом? Ну, а как он может применять свой указ института президента по отношению вообще к противнику? Ну, давайте он издаст он указ о том, буквально что сделал что? Он сказал разрешает исключить. Трампу праздновать, как Кость Смотрите, он Бондаренко не это написал, сделал. 250 победы. Он сделал не это, и в этом красота момента. Он сказал, я приказываю исключить вооруженным силам Украины вот эту зону из зоны поражения. Все. Он Не все, он сказал, я разрешаю вооруженным... парад в Красной площади. Это текст Ну указа. да, это, конечно, да. Ну да, смешно, весело. В нынешней, как ход, это была очень сильная история. А его политика, отношение к его политике в целом, вы знаете, мы. И одно другое не перечеркивает.
Так, второй вопрос. Неужели вам не кажется, что писать такие глупые приказы может стоит по этому стендаперу искать по пути решения конфликта, а не хватать людей на улицах, избивать, прыскать баллончиком в Друзья женщин? мои, ну, хватит ныть. Представьте себе, что Зеленский выиграет войну у Путина, что далеко не маловероятно. И что мы будем тогда делать? Немаловероятно. Немаловероятно может и выиграть. Зеленский может Да, выиграть войну у Путина. может выиграть войну у Путина, да, при определенных обстоятельствах. И что тогда? Что вы будете тогда рассказывать? Как он неправильно вот, правил государством, как он неумело воевал? Он мне, как бы Зеленский мне очень не нравится. И в отличие от вас, которые увидели его только по телевизору, я его видел в течение 2 лет с половиной, от трех очень-очень близко. Я знаю, кто он, и знаю про него такое, чего вы даже не догадываетесь. Я знаю, кто такой Зеленский. Но объективно это был очень сильный ход в информационной борьбе. Удар в символический капитал очень сильный российский, победа на символическом поле. А второе, он очень умело ведет войну против Путина. Если брать в целом. Потому что она малоэффективна, но на том уровне, на котором ведется война, и этого достаточно. Если так дальше продолжится, через год, если Россия не сумеет переломить, то ей будет совсем плохо, а нам будет повеселее. По крайней мере, повеселее будет Зеленскому и той части, которая хочет воевать. А в принципе, при поддержке Европы можно и выиграть. И что тогда? Тогда мы будем объективно говорить, плохой, вот я скажу, плохой Зеленский, очень нехороший человек, выиграл войну у Путина. Так получилось. И что? Вот оно ж так, что отрицать? Солнце село, солнце встало. Чего надо бояться? Или вы верите, как в сказке, что добро всегда побеждает зло, а не наоборот? Да, Да и что вообще-то. здесь зло, что здесь добро? Мы вообще-то слушаем ваши сказки на канале, Не, переходим по QR-коду и интересуемся, как живет школа мышления и коммуникации. я исповедую реализм. Понимаете, да? Поэтому есть объективные вещи. Есть Так, объективные вещи. Алексей Николаевич, значит, Да. «Молния» только что фотография Железняк публикует, говорит, что одному из магов НАБУ вручает подозрение. И фотография с машинами. Короче, Кто такой маг? неофициально, неофициально, сейчас узнаем позже, может быть, даже во время эфира, что прояснится, Ермаку НАБУ вручает подозрение. А, Ермаку, ну и хрен на него, ради бога. Что это меняет? Сенсация? Не сенсация. Что это меняет? Юлии Тимошенко вручили подозрение НАБУ. Что сейчас по суду? Даже выпускают из Украины, потому что она оказалась невиновной. Вручить подозрение – это еще ничего не значит. Более того, чем дольше они не вручали, тем больше вопросов к самому НАБУ. Там с Кривоносом, с его участками земельными, со всеми остальными. Им надо было перебивать это дело. Эта возня никак не сказывается на вашей судьбе, друзья мои, поверьте мне. И на судьбе этой войны. Так, значит, продолжаем вопрос от нашего зрителя. Людмила интересуется. Игорь Мосейчук у себя на канале на днях анонсировал марш мира на 28 июня в Брюсселе. Вы бы рассмотрели возможность популяризировать это мероприятие? Были бы среди тех, кто за мир, и верите ли вы в результативность подобного марша? Нет, я не верю во всю эту требуху, марши, там, мавзолейчики, петиции и прочее, прочее. Поэтому я добиваюсь мира своими средствами, другими. Но если кому-то хочется проводить марш, проводите на здоровье. Нет, ну просто имеется в виду, что у нас обычно все украинцы за рубежом, они выходят там в поддержку, короче, чтобы воевалось лучше, помогите Украине на войну. А никто не вышел с призывом о мире. И вот сейчас вот вроде как такое событие намечается. Ну, хорошо, можно только поприветствовать. Так, значит, поехали сообщество YouTube. Юрий Анатольевич. Здравствуйте, Алексей. В сентябре выборы в Госдуму. Возможно ли, ввиду обстоятельств, что единороссы получат процентов 30, но напишут им 80, как Лукашенко в 20-м написали. В результате Россия в 26-м превратится в Беларусь 2020-го. Ведь ТЦК у них нет, что не выйти и не породеть за справедливость. На протесты намекает Юрий Анатольевич. Ну, хорошо, пусть Россия попротестует, что дальше. Путин либо задавит, либо протесты победят. Если задавят, то будет все еще хуже. Если победит, то как бы ура, будем приветствовать новую свободную Россию. Что это меняет? Угу. Вот это ваше, а вдруг? Ну, если вдруг, то посмотрим, как оно будет. Это вдруг. Так.
Лина Востроилова. Почему революционеры не попросили прощения у донецких за то, что они начудили в феврале 14-го? Тем самым примирились бы с несогласными, а послали на них танки и авиацию усмирять. Потому что они считали, что в Донецке не правы, а революционеры правы, еще бы не стали извиняться. Что будет с Белоруссией, если война остановится на текущем нуле? Есть кто рассчитывал, что война и ее итоги поменяют в стране, но похоже, что нет. По мнению Алексея, есть ли у основных стран какие-то планы на Беларусь или на белорусском островке, стабильности сейсмических активностей не А прогнозируют? с чего взяли, что эта война вообще серьезно влияет на Беларусь? Ну, санкции, пристегнутые к России на все на свете. Ну, пристегнули и тут же отстегнули. Американцы подстегивали кучу санкций и так далее, и так далее. Беларусь до какой-то степени втянута в этой ситуации. Лукашенко делает все, чтобы не втягиваться больше. Умело петляет. Получает бонусы, торгуясь с Китаем, Европой и с США одновременно. И стабилизируя, кстати, свое положение в противостоянии с Россией. Потому что он в амбивалентном отношении находится. С одной стороны, он союзник для России. С другой стороны, вынужден постоянно противостоять давлению. Делает это за счет лавирования со сверхдержавами. Это, кстати, то, что должна была бы делать Украина. Но мы такие самые гордые, а Лукашенко просто самый умный. Поэтому сказать, что прямо вот завтра как-то там что-то в Беларуси радикально изменится, не знаю. Мгм. Так, Алексей, ваш тезка, пишет. Добрый вечер. Вопрос. Путин озвучил на днях, что Макрон лично звонил ему и просил отвести войска от Киева во время стамбульских переговоров. После этого Володя с Борей решили просто воевать. Можете подтвердить или опровергнуть это утверждение? С уважением, Ничего не спасибо. знаю. Для нас отход российских войск был очевиден еще без всякого звонка, потому что под Киевом их начали окружать. Украинские части уже отсекать. И в Чернигове тоже начали окружать, и в Сумах. Сковали. Нет, в Чернигове нет. Но в Чернигове ничего не могли сделать. Они в лоб пытались войти. Несколько раз они вошли, понесли большие потери. Это было бесперспективно. А вот Сумы и Киев, у них были реальные совершенно военные неприятности. И когда они начали отходить, их лупили всю дорогу и даже еще немножко провожали на той стороне. Поэтому, когда они к себе вышли, что Макрон, не Макрон, выходили они с боями. Кстати, выходили очень организованно. Прям я любовался как военный. Думаю, нифига себе уровень. Не знаю, кто там их выводил. Мне очень интересно было. Вот меня дважды интересует, кто выводил из-под Киева, кто выводил из-под Херсона. Уж очень успешно выводили. С военной точки зрения было сделано все очень профессионально. Но выходили они с боями. Никакого добровольного отступления там в помине не было. Были бои очень серьезно. Ольга интересуется, как вы оценили стишок своего почитателя Быкова к празднованию 9 мая? Я не слушал его. Не слушали. Ну, хорошо. Добрый вечер, Алексей. Как можете объяснить стремительный разворот на 180 градусов за последние 2 недели некоторых публичных спикеров, которых раньше было трудно заподозрить на работу в офисе президента? У них Миндич и пророк его Штилерман вдруг стали последними столпами украинской государственности, и если не сплотиться вокруг них, Буданов и Арахамия продадут Украину Путину с Трампом, и немедленно начнется гражданская война. Я же написал, дилемма украинского сопротивления заключается в том, позволить украсть 90% на летающих ракетах или 10% на нелетающих. Вот и вся разница. Не красть украинское сопротивление пока, к сожалению, не может. Это будет не украинское и не сопротивление. Настоящее именно. Пусть воюют между собой, там разбираются все эти товарищи. Но и вы выбираете, что вам важнее. Чтобы не крали или чтобы крали, но ракета куда-то там летела. Вот это уже up to you, об вас. Угу. Здравствуйте, Алексей. В связи с невидимой дубинкой украинизации, не будет ли после успокоения в семьях в случае в духе «ребенок увидел голых родителей», когда те внезапно переходят на русский, и какая в целом судьба русского языка в Украине в силу исторической несостоятельности нации, и она уже никуда не исчезнет, эта несостоятельность? Прекрасная судьба русского языка. Последний опрос показал, что, по-моему, 70 с лишним процентов киевлян пользуются русским языком всюду и везде. И при этом такой же процент киевлян ведут соцсети на украинском. Потому что с иконой. Потому что все хотят выглядеть наиболее высоко вскидывающим руку, идя вдоль мавзолея украинизации.
И то, что взрослые игры, люди играют добровольно в эту игру, еще и объясняют, что это правильная игра, в нее надо играть, вот это и есть позор. Но, к счастью, они выздоравливают все больше и больше. Все больше и больше им становится стыдно за этот диссонанс. Поэтому с русским все в порядке. Русский давно стал в Украине языком доверия, языком искренности, потому что украинские превратили в душнейший официоз. И все, особенно молодежь, они против этого бунтуют всегда. Да и взрослым людям иногда становится стыдно за то, что они такой хренью занимаются нездоровой. Поэтому, да, есть очень медленное выздоровление в пользу не русского языка, а в пользу нормальной Украины. Нормальной Украины, где люди, которые хотят говорить на украинском, говорят на украинском. Люди, которые хотят говорить на русском, говорят на русском. И что? И все друг друга прекрасно понимают, и у всех дружба фронт. Украинцы же билингвы с детства все. Это, между прочим, огромное цивилизационное и культурное преимущество. Базовый ресурс человечества – разнообразие. Любой дурак любой, как это убивающее разнообразие, всегда действует против своего базового ресурса, то есть заведомо ослабляет свою страну. Ну, вот вам половина населения, которое отсюда выехало. Это простые закономерности. Просто нужно лишиться половины населения и 60% экономики и пролить огромное количество крови, чтобы начать понимать. Самые простые истины достаются всегда очень дорого. Ну вот, зато, смотрите, понимают. Потихоньку туда. Угу. Одессит вам задает вопрос. Здравия желаю, Алексей. Я вас никак не могу раскусить. Вы, честно, без пыток, за красных или за белых? Ребята, вам трудно понять, за кого и потому что вы примитивно мыслите. Смотрите, все очень просто. Я за себя всегда. У меня есть видение о том, как этот мир должен быть устроен, какой должна быть Украина, какая должна быть Россия. И я всегда, и вообще весь мир, и я за эту точку зрения. И мне абсолютно плевать, кого сегодня ругать или хвалить. Если Трамп делает как молодец, я говорю молодец. Если Путин делает как молодец, я говорю молодец. Если Зеленский делает как молодец, я говорю молодец. А если с моей точки зрения они не молодцы, я говорю Трамп не молодец, Путин не молодец, Си не молодец, и Зеленский не молодец. Что такое за красных или за белых? Мне не нужно красное и белое, я не люблю ходить строем. Это вам надо непременно становиться в ряды. Я, счастливо избавлен от этой необходимости. У меня есть видение Украины, которое я хотел, чтобы она была. Ну вот, с моей точки зрения, у Путина неправильное видение Украины, у Зеленского неправильное видение Украины. Поэтому я обоих критикую за неправильное видение Украины, за то, что они делают. А это с украинцами и с Украиной. Но и хвалю, когда у них отдельные, как у игроков, отдельные интересные ходы получаются. Так чисто в геополитической партии. Вот и все. Что тут понимать? Так, поехали в чат. И Сталина, давайте... знаете, спросили однажды, какой уклон в партии хуже, левый или правый? Он сказал, оба хуже. Все очень просто. Оба хуже. И красное, и белое оба хуже. Все не то. Так, значит, поехали. Чаты трансляции. Значит, начнем с чата Шелеста, потом Алексея Арестовича. Добрый вечер. Слова про разведданные от США и что от них ничего не зависит, это, конечно, слишком. Отключите ВСУ Старлинки и посмотрите, что там будет. А зачем им отключать Старлинки? Зачем им, чтобы Украина проиграла эту войну? Назовите причину. Но Я если бы они зрителя хотели, обращаюсь. чтобы выиграла войну, они бы не уходили. Они не хотят, чтобы она выиграла, но не хотят, чтобы они проиграли. Это так длится с самого начала этой войны. Мы с вами об этом говорили. Ничего не поменялось с тех пор. Вообще ничего не поменялось. Как было, так и есть. Арестович, а где же стремление в президенты, спрашивает Борис. А что, уже выборы? А я отказался стремиться или как? Может, выборы объявили, я не заметил. Сейчас новости почитаю. Угу. Значит, опять простой вопрос. Неужели России нечем ответить на новые удары по тылам России? Что удерживает Россию? Может, жалость Ничего не или удерживает. предательство? Смотрите, страшная легенда про то, что Россия еще никак начала воевать, но она вообще никакой критики не выдерживает. Россия применяет все силы и средства, кроме ядерного оружия в Украине. Причем по полному объему. Но и мне некуда увеличивать, нечем увеличивать степень воздействия. Вот и все. Как применяли, так и применяют. Сейчас перемирие трамповское закончится, применят снова. Угу. Значит,
Добрый вечер. Артур пишет, кто больше умеет в тактику и стратегию, Зеленский или Путин? Чья команда президента сильнее? Кого в каждой команде можно выделить как самого сильного представителя? Смотрите, Путин играет умом, Зеленский играет на рефлексах. Это разные вещи. Играет Зеленский сильно, это надо признать. Но это сила не ума, а рефлексов. То есть и ситуации, которая сложилась. Упереться и стоять. И всем хамить вокруг Хуцпа. Почему? Потому что все слишком много заинтересованных среди серьезных игроков, чтобы Украина не проиграла. Только на этом она стоит. Вот. Как бы, кто самый сильный, ну, я не настолько знаю прям команды, чтобы сказать самый сильный. Да и потом, а кто самый сильный, если играет Путин лично принимает все решения, Зеленский лично принимает все решения. После отставки Ермака, надеюсь, все убедились, что не Ермак был главное зло. Так он остался, Ермак. Ну, он остался, да, но формально же все решения принимает Зеленский. Это очевидная вещь. Буданов изолирован, Зеленский командует. Поэтому, как бы, то же самое. А кто Путина может командовать или навязывать ему какие-то решения? Никто. Поэтому они и есть самые сильные игроки обоих команд. Привет, у нас тут в Германии 4 года назад все было в украинских флагах, теперь ни одного. До той недели были в круизе в 3 евространах и тоже ни одного украинского флага. Что случилось, господа? Где мова вышиванки? Жанет спрашивает. А зачем вам флаги? Вам надо думать не об этом, а о том, что бюджет обороны Германии на ближайшие 5 лет 560 миллиардов евро. На секундочку. Вот это вот вас должно волновать. В хорошем или плохом смысле. Смотря какую позицию вы занимаете. А есть ли украинские флаги или нет, это дело десятое. Андрей, вопрос Алексею. Возможно ли депортация украинских мужчин при стычке НАТО и России, если нападут на Прибалтику, могут ли задействовать мужчин из Европы, или это нереально даже в войну? Тоже В смысле задействовать? Создадут украинские добровольческие бригады, которые пойдут воевать с Россией? Да. Со стороны НАТО вполне может быть. А что? Так они, скорее всего, призывать не будут, кроме тех, у кого есть гражданство, а будут предлагать за большие деньги. Или там добровольцев. Но я вам скажу, что очень много украинских мужчин, которые в Украине не хотят воевать, в натовских армиях воевать будут аж бегом. Поэтому, да, это абсолютно реальная схема. Можете даже готовиться начинать, на всякий случай. Угу. Так, значит, почему все считают коррупцию главным врагом государства и народа, однако не применят возможностью воспользоваться этим порочным механизмом, когда оказываются у власти и забывают про свои принципы? Ну, какой вопрос? Они никто не считает, ее называют так. А потом эти коррупционеры оказываются главными коррупционерами, потому что они идут туда коррупцией заниматься. Вы думаете, они идут туда как спасать Украину? Вопрос от Стеллы. Трамп победит ФРС, глубинное государство глобалистов, или он заодно с ними? Ну, точно не заодно с ними, но победит ли, я сомневаюсь. Ему сейчас не до этого сил. Первым, насколько мне удалось взять, организованное сопротивление. А дальше он, видите, ударился во внешнюю политику. На этой ниве подвязается. Вот хороший вопрос из чата Шелеста. Почему у Алексея Арестовича такое плохое настроение? Хорошее настроение. Я просто трошки уставший, во-первых. А во-вторых, беседа такая сегодня характер имеет, когда я вынужден повторять вещи, которые мне кажутся очевидными и которые я повторял уже 500 раз. Новизны не хватает. Поэтому нет особого интереса, но я честно отвечаю, заметьте. Как Алексей оценивает работу Юрия Касьянова, выступавшего 7.05 на тимчасовой слідчій комісії? В частности, Касьянов сказал, что один дрон FPV-шный стоит 10-15 тысяч долларов, а государство переплачивает. Какую работу? Работу, которую он совершил на заседании комиссии? Какую работу Касьянова я должен оценивать? Я лично знаком с Касьяновым. Мы во время обороны Киева взаимодействовали, это признал. Что там еще? Потом встречались, пару раз поговорили. Мне он всегда казался человеком симпатичным, но чересчур прямолинейным в решении некоторых вопросов. Выступления я его не смотрел, видел пару отрывок в телеграм-канала. То, что на дронах все воруют безбожно, это очевидная вещь. Для этого не нужно выступление Касьянова.
Недавно одно западное издательство опубликовало, это уже с чата Алексея Арестовича, новость о том, что в России готовится госпереворот. Может ли быть такое? Кто это готовит? Шойгу плюс Медведев? Да какой там Шойгу? Шойгу сбитый летчик, он никогда не поднимется. Медведев – это клоун. Никому там переворачивать. Не Ну, что верите в значит? переворот Шойгу? Не верю в переворот. Шойгу так точно нет. Я не знаю, там страшное ФСБ. Ну, хорошо, она перевернула, и что? Что она скажет армии, например? Что он скажет ВПК, что он скажет миллиардерам, там, всем этим. Это же такая... А пойти, побежать договариваться, так сразу первый же побежит стучать на тебя Путин. Я не представляю себе переворот в России, честно говоря, в данных конкретных условиях. Гораздо выгоднее им давить на Путина, выбивая себе какие-то привилегии своему клану, там, и так далее, пользуясь его определенным ослаблением его позиции, но не переворачивать. Переворачивать, Алексей, это вся ответственность на тебя ляжет. А кто там такой смелый в России? Алексей, а зачем Путину обострять народу за то, что мы воюем, если объяснять народу за то, что мы воюем, если все, кто оппозиция, либо мертвы, либо за границей, а все протесты можно подавить силой? Почему объявление мобилизации снизит Путину доверие? Потому что поддержка народа совершенно реальная вещь, на которую все, даже страшные диктаторы, ориентируются. Вот. Потому что и он не может этого не делать, потому что это обеспечивает легитимность его правления. Если у тебя слишком низкий рейтинг, то тебя перестают слушаться твои силовики в первую очередь. Они начинают искать тебе альтернативу. Он не может допустить этой ситуации. Потому что таким образом он сам создает как это, условия для своего переворота. Путин всегда очень четко ориентировался на чаяние народа, его желания. И он, да, он умел объяснить, он умел навязать до какой-то степени, но это всегда шло в логике там, общих российских чаяний. Поэтому 26 лет у власти. Вот. А если еще собирается быть? А если он так будет ломать хребет народу, то народ начнет голосовать ногами, например. И так далее. Начнут голосовать на выборах, абы как, тех же самых осенних. Так что сильно станет тяжело врать и искажать результаты выборов. Создается ряд проблем, которыми воспользуется в первую очередь не народ, а ближайшее окружение Путина. Он не хочет этого делать. Он избегает этого, как разумный лидер. Понимаете, править народом, который желает тебе смерти, очень неблагодарное занятие. Или желает, чтобы ты слетел с поста. Народ может начать итальянскую забастовку. Не штурм Кремля, а просто как бы перестать слушаться, саботировать. Если сегодня Ермака задержат и Пидозру влупят, какие последствия для Зеленского и для страны это будет Да нести? никаких последствий для Зеленского это сам. Он скажет, так я и так его отдал, потому что он коррупционер. Я же поэтому из офиса уволил полгода назад специально для этого. Чего вы хотите? От Данил задает понятний вопрос. Навіщо розкачувати народ новинами? Зранку все добре, війна закінчується через тиждень, а ввечері війна до 2030-го. Это же явное ИПСО. Ну навіщо нам таке? Потому что чем более вы раздерганы, тем легче вами управлять. Все же очень просто. Да, друзья, поэтому давайте быть вместе, давайте не будем, как говорится, дергаться, будем сообща. Смотрите, вы должны забыть, для чего дергают? Для того, чтобы вы забыли про свои реальные интересы. Все очень просто. И точно забыли, что их можно достигать. Вот. Есть же старая притча. Правда или нет, не знаю, но рассказываю такой исторический анекдот, что Сталин гулял с членами Политбюро по даче и говорит: поймайте мне курицу. Они же пожилые там были, погонялись, не удается поймать. Ну, ладно, охрана поймала, там молодые ребята. Сталин говорит: вот вы пытаетесь так управлять народом, вы за ним гоняетесь. А смотрите, как надо управлять народом. Он ощупал курицу, поставил возле своих ног, и курица сама стала жаться к его сапогу. Перестала убегать. Ощипанная курица. Вот вам секрет. Друзья, в любом случае, спасибо, что приходите на наши эфиры. Я очень благодарен за каждый лайк. Пожалуйста, подпишитесь, если не подписаны. Имейте в виду, что каналы подсанкционны, поэтому ваша активность очень нужна. Поэтому напишите пару добрых, хороших слов. Ну или чего хотите, напишите в комментариях обязательно. Всем большое спасибо. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Спасибо. Счастливо. Берегите себя. Всем добра и света.